Зашли в H&M. Вот, как вы считаете, мне вот такой прикид, по-моему, идеальный. Велюровый пиджак, леопардовая рубашечка. Есть о чем подумать, если честно. Всем привет! Вообще-то я не собирался снимать видео в эти выходные, но Слава настаивает, что это же первые недели, суббота и выходные после того, как мы подались на ВНЖ, и вообще надо это заснять. Ну окей, сейчас будем заснимать. Да. Мы, как обычно, традиционно поели фубо, но вообще не совсем традиционно, потому что я сегодня отказался от фубо и взял какие-то там креветки в имбире с рисом. Да, и вместо закуски мы взяли еще утку по-пекински, типа, ну, она не называлась по-пекински, но очень похожа, с порезанными кусочками, хрустящей корочкой и с лепешками. Сегодня неожиданно потеплело, всю неделю было прям это... Ну так, прохладновато было всю неделю, и пасмурно. Штормовые предупреждения, и дожди постоянно налетали. А сегодня не вышло прям солнце, мы с утра, мы в куртках, конечно, естественно, вот, но когда попадаешь на солнышко, прям очень жарко становится. Ну и в общем, в честь этого мы решили, наверное, сейчас мы будем гулять по своему стандартному маршруту по набережной, поедим мороженки. Попьем кофе. Может и кофе попьем, да, если дождь все-таки не налетит. Но небо, кстати, чистое, сейчас я все покажу. Вот, мы идем по бульвару, по-моему, он называется Ресторадорыш, если я ничего не путаю. Кстати, на деревьях еще даже зеленые листики остались, или уже зеленые листики, сложно сказать. Но погода, вот в прошлую пятницу погода была очень похожа на начало весны в Москве, ну, в смысле весны не календарной, а весны теплой. Конец апреля, начало мая, и сегодня опять такое ощущение, что на улице как бы не январь, а ну типа конец апреля, да, наверное. Вот. Ладно, пойдем мы дальше гулять, будем что-нибудь еще рассказывать. Каштан жарят тут. Только от них такой дым все время, от этих каштанов. Проходишь сквозь дымовую завесу. Вообще, если честно. Вон по той лесенке туда, наверх, куда лифт поднимается. И там всякие, это район Шада, по-моему, называется. Байши Шада, кажется. Старый лиссабонский центр. От души пошопились. Вообще-то нужны были только одна шапка и одни перчатки. В итоге купили что-то еще носочков, шарфик, перчаток. В общем, 100 лет не шопились, и что-то вдруг решили. Хотя нет, как 100 лет не шопились. Шопились, ну как-то очень аккуратно, только то, что нужно. А тут так, просто что-то набрали горьких носков с пакманами и непонятными Принглс и еще чем-то. Ладно, пойдем дальше гулять. На видео попали идет нарушение на красный свет. У нас сегодня день безумных поступков. Решили пойти нестандартным маршрутом, а погулять по закоулочкам. Вот. Там вот впереди вокзал, сейчас тоже будет. Пройдем мимо вокзала и пойдем дальше по набережной. Но все-таки солнечно, когда прямо, посмотрите, какие виды. Набережный Теж, мост 25 апреля. Нам вон туда идти, далеко-далеко, вон туда, вот туда. Сейчас пойдем стандартным маршрутом. В принципе, мы уже ходили на видео по нему. Ну, а посмотрим. Шагали до доков.
Алкантеры. Скоро будет мороженка моя любимая. И модернизированная часть доков, которая переделана под кафешки, рестораны. Вот. А здесь прям доки-доки. Здесь и в этих зданиях всякие яхт-школы, и продают серфы, и что-то для яхт. И там дальше есть отделение морской полиции. То есть это порт нормальный, прям такой порт. И даже, по-моему, здесь где-то таможня есть. Кажется, вот где-то вот там вот. Периодически здесь встречаются контейнеры. И контейнеровозы не очень часто, но бывает. В общем, идем дальше. Рыбаки наши рыбачат. Сегодня мало рыбаков, а народу зато много. Там впереди вообще толпа прям. Но, если честно, прям неожиданно тепло на улице, потому что обещали, по температуре написано было максимум 14 градусов, в итоге сейчас написано 17. Но солнце греет так сильно, что, в общем-то, хочется снять даже свитер. Единственное, что ветерок холодный. Поэтому в футболке будет холодновато. Но все равно красиво. Облака вон опять такие объемные. Мы приближаемся в сторону нашей кафешки. Надеюсь, там будет не толпа сегодня. Можно будет сесть, попить кофейку с пироженкой. Пойдем дальше. Ура, мы дошли до Белема. Вот там вот монастырь Жеронимуш дальше за этими деревьями и кустами. А вот за этой инсталляцией какой-то буквенной наша кафешка, кажется, там даже немного народа. Здесь еще есть небольшой тоже причал, отсюда ходят паромы. Вон туда, вот на ту сторону. Но они как-то редко ходят. В целом вроде можно уплыть тоже. Пойдем попьем что-нибудь и поедем на электричке домой уже к себе. Не пойдем сегодня мы марш-бросок до дома пешком, что-то сил нет. Взяли вон каштейш донату. Это вот обычная, а это апельсиновая. Полупоздно. Сидим, сейчас чуть-чуть отдохнем. И поедем домой. Тут уже буквально 5 минут по электричке. Идти до станции, до остановки. Ну, сегодня день прям отличный, прям шикарный получился. Солнечный, приятный, хорошо. Давайте, всем хороших остатков выходных. У вас, кстати, я тоже видел красивый закат сегодня в Москве. Прям очень красивый. Пока.